Друзья, всем привет! Сегодня у нас с вами гейзерные кофеварки или кофеварки Мокка. Здесь у нас есть брендовые. Вот со стороны от меня стоят кофеварки производства компании Биолетти. А здесь не брендовые, китайские, самые обыкновенные. Сегодня мы с вами их разберем. Посмотрим, как они устроены внутри, в чем разница между дорогими кофеварками и дешевыми. Поэтому обо всем по порядку. Поехали! Итак, здесь я такой интересный подобрал набор. И у каждой, скажем так, аналогового брендовой кофеварки есть аналог такой не брендовый, а обыкновенный китайский. Но давайте сначала начнем с необычных кофеварок. Вот это моя кофеварочка однопорционная. Почему она необычная? Потому что производится она в ограниченной серии производилась. Вот, как она устроена? Ну вот внутри есть такой классический фильтрик. Вот здесь, по идее, должен быть клапан, но он находится, скорее всего, внутри. Его не видно, вы не можете его пальцем прощупать, но там нет, не клапан, просто отверстие, просто дырочка. Вот, собственно говоря, и все. Уплотнитель и сама кофеварочка. Я пользуюсь ею уже довольно давно. Из-за того, что я ее правильно храню, внутри нет ни пятен, ни почерневших частей. Здесь тоже все чисто, и она сделана в Италии. Вот так она устроена. Очень простая, работает не очень. Качество кофе получается так себе, среднее. Вот такая необычная кофеварка от компании Биолетти. Называется она Мукка Экспресс. Эта кофеварка рассчитана на то, чтобы варить не только кофе, но здесь можно приготовить абсолютно чистый кофе, то есть не обязательно добавлять молоко. Ну и вот пятнистость ее говорит о том, что это кофеварка для того, чтобы вместе с кофе можно было нагревать и взбивать молоко. Как она устроена? Внутри кофеварки стандартная емкость, но имеется вот такой вот специальный клапан. Значит, снял клапан, внутри находится такой специальный клапан, вот здесь, в самом гейзере, который установлен, и пластиковая часть, и вот эта часть клапана опускается в молоко, и в момент, когда начинает выходить из кофеварки пар, одновременно нагревается и взбивается молоко, перемешивается вместе с кофе. В общем, получается такая идея псевдокапучино. Но у нее еще есть необычная конструкция внутри. То есть, если мы ее вскроем, то вы увидите, что здесь есть не просто такой, знаете, фильтр или корзинка для того, чтобы насыпать кофе. Она не слегка необычная, она подпружинена. То есть вот здесь есть такая пружинка для того, чтобы, когда создается давление, немножко фильтр мог опускаться вниз, чтобы там не было вот здесь вот такого особого сопротивления, где находится сетка. Ну и она необычным образом собирается. Видите, здесь нет резьбы, здесь есть такой зажим, похожий на зажим холдера в профессиональной кофемашине. То есть вот примерно такая идея, раз, и быстренько закрыли. На самом деле, когда ее смотришь в интернете, она довольно такой, кажется, скромной, маленькой кофеварочкой, но в реальной жизни это довольно такое большое устройство. Если варите кофе, поднимаете клапан вверх. Если варите кофе вместе с молоком, опускаете клапан вниз. Мы обязательно на ней как-нибудь поварим кофе. Я все поэтапно расскажу. Ну и давайте сравним. Вот это крохотное на одну порцию и Мукка Экспресс. Это вот такая, собственно говоря, гигантская кофеварка. Наверное, это самая большая у компании Биолетти в линейке. Я думаю, что так. Итак, следующие кофеварки у нас. Это китайская, отломана ручка. Она отломалась в процессе, пока в режиме, пока ехала ко мне. Но на самом деле часто ручка отламывается из-за того, что вы закручиваете кофеварку за ручку. То есть вот таким вот образом за ручку ее закручивать и откручивать нельзя. Особенно когда она горячая, вы обязательно ее можете отломать, особенно в китайской гейзерной кофеварке. То есть внутри гейзер, все стандартно, особо ничего нет. Ну здесь, конечно же, никаких надписей, просто такой вот шурупчик закручен. То есть ничего сложного нет. Давайте посмотрим, как она устроена. Я ее заказывал на Wildberries. Вот. Здесь какой-то даже бренд есть, но я думаю, что этот бренд Камилле называется. Здесь находится вот такой вот корзина для загрузки кофе. И выглядит она обыкновенно, как обычный портофильтр, стандартный из Мокка кофеварки. Может быть, не очень аккуратно сделано, но в принципе то есть здесь нет такой герметичности вот по краям. Она там просто каким-то образом так чуть-чуть поджата. Внутри все стандартно. Чем она отличается от стандартной кофеварки гейзерной? Тем, что здесь есть вот такое специальное такое покрытие. Ее можно ставить на индукционную плиту. Я проверял, это реально работает. Вот стоит клапан, он подпружинен, все как надо. То есть здесь есть пружинка, вы можете пальцем ее прощупать. Вы увидите, что этот клапан, он шевелится. Давайте разберем такой же аналог, которая наполовину алюминиевая, наполовину стальная. Это кофеварка Биолетти. Она тоже предназначена для индукционной плиты. Вот здесь по-другому немножко все сделано, по-другому чуть-чуть все реализовано.
Но если вот на эту часть смотреть, то ну, разницы практически никакой нет, за исключением того, что здесь отверстие чуть больше, здесь оно чуть меньше. Ну, они разные по объему, поэтому, в принципе, это логично. То есть внутри верхняя часть, она ну, мало чем отличается. Если смотреть на эти сетки, ну, тоже здесь стальная сетка, здесь алюминиевая. По сути дела, ну, особых отличий я не вижу. Ну, отличается непосредственно сам портофильтр, он здесь стальной, и он такой узкий. Ну, и опять-таки повторюсь, из-за того, что кофеварка меньшего объема. Вот, и вроде бы визуально никаких отличий нет. Но она внутри имеет какое-то специальное покрытие. Клапан также подпружинен, вот он здесь стоит и предназначен для индукционной плиты. Здесь есть специальная маркировка на донышке, вы когда покупаете, можете эту маркировку увидеть. Если брать саму модель этой кофеварки, то это Bialetti, называется V17B. Внешне никаких отличий у них таких вот принципиальных нет, но просто если брать здесь подешевле чуть-чуть, понятно, что она там из алюминия сделана, так небрежно, неаккуратно сделано. Здесь все, есть большое внимание к деталям, все очень аккуратно, ну как бы ничего такого, ну, чего-то такого корявого здесь вы не найдете. Ну и следующее сравнение кофеварок. Вот эту кофеварку я тоже заказал на Wildberries. Она пришла с дефектом. Вот здесь такая маленькая дырочка, то есть сразу в донышке уже продрявлена. Значит, она абсолютно новая, я поэтому и не пользовался. Честно говоря, я написал претензию, они мне уже полгода возвращают деньги и никак не вернуть не могут. Внутри, в принципе, одинаковая конструкция. Здесь будет очень хорошее сравнение, потому что это тоже полностью алюминиевая кофеварка. И эта кофеварка как бы является прямым потомком алюминиевых кофеварок от компании Bialetti. И здесь даже на донышке об этом написано, что это 1933 год, ну как бы идея, модель. Да, именно в 1933 году компания Bialetti запатентовала вот такую конструкцию, алюминиевую свою кофеварочку. И вот здесь уже смотрите, они абсолютно идентичны. То есть если вот достать, вы увидите абсолютно одинаковые две корзиночки. Чуть-чуть отличается длина вот этого носика, одинаковый абсолютно диаметр. То есть внешне вообще никаких отличий нет. Вот если взять две эти корзинки, они ну прям идентичны. То есть разницы вообще никакой нет. Значит, и смотрим сами емкости. Вот эту кофеварочку я взял бэушную, и ее не совсем правильно хранили. Для правильного хранения ее нельзя закрывать герметично вообще. Лучше, чтобы она у вас стояла просто вот так. Отдельно нижняя часть, отдельно верхняя часть, тогда не будет окисления. Здесь уже образовалось внутри окисление, но это новое, это чистое. Здесь пока что окисляться нечему. Так отличаются они по массе, то есть это вообще ничего не весит по сравнению с этой частью, то есть это кажется, что весит гораздо больше, то есть в разы больше. Здесь как бы такой бутафорский клапан, его можно сказать нет, тоже просто дырочка какая-то маленькая, там стоит металлическая часть. Здесь клапан есть, он подпружинен, то есть здесь мы его чувствуем, вот в этом разница. На самом деле вот конкретно две вот эти кофеварочки не сильно отличаются в цене, но Bialetti стоит в 2 раза дороже, но это все равно примерно $25. Вот это стоит там примерно 12 или $15, то есть даже не в 2 раза отличается. Вот. И визуальных никаких отличий найти практически ну, невозможно, ну, за исключением каких-то моментов, нюансов, деталей и так далее. Здесь промаркировано, написан год. Вот внешне вообще все одинаково. Поэтому, когда мы говорим про гейзерные кофеварки, то здесь возникает часто странный вопрос. А в чем, что покупать, если разницы вообще никакой нет ни в цене, если разницы никакой вообще нет в конструкции, то есть они все примерно одинаковые устроены, за исключением особых моделей кофеварок таких, то есть за исключением некоторых моделей, которые есть у компании Bialetti, вот там идеи, допустим, как Muka Express, это уникальное, такое ни у кого нет. Они производят, это очень интересная штука, она прям сбивает молоко, поэтому в этом ее уникальность, в этом ее особенность конструкции. Здесь написано Fiamet, то есть неправильно, поправьте меня, пожалуйста, напишите, как это правильно пишется, ну, а очень симпатичная, крашеная, цвет приятный, там очень большая линейка цветов, они все такие яркие, очень прикольные, такой классический дизайн. Вот здесь такой сделан, видите, как бы немножко загнутый. То есть она, конечно же, выглядит ну, более эстетически симпатично, чем вот такая простая кофеварка. И вроде бы между ними никаких отличий нет. Но самое главное отличие между брендовой кофеваркой и не брендовой – это масса.
Ну, культура производства само собой, но самое главное это масса. То есть она отличается по весу. Они абсолютно на одинаковое количество, по-моему, на 3 чашки рассчитаны. Но на 3 чашки маленький эспрессо. Понятно, что в нашем понимании это одна порция. Вот такое вообще никто не покупает. Вот такие однопорционные никто не покупает. Вот минимум покупает вот эту классическую кофеварку. Это одна порция кофе. Но для итальянцев это 3, потому что сюда в корзину влазит много молотого кофе. И они принципиально отличаются по массе. То есть они имеют разный вес. И эти отличия в весе, они очень сильно влияют на качество готового кофе. Вот здесь кофе перегревается, закипает и горчит очень сильно. Здесь кофе получается более правильный, более вкусный и более даже визуально более привлекательный. Если вам интересно сравнить их не только вот так в металле, а как они готовят на самом деле, то есть если интересно поварить на них, пожалуйста, пишите в комментариях, мы это с вами обязательно сделаем. То же самое, если взять вот эту, ну, может быть, не совсем корректное сравнение, они чуть-чуть отличаются по размеру, то есть по объему кофе, но когда вы держите вот эту кофеварку в руках, вы прям чувствуете реальную массу. А вот эту вы никакой массы не чувствуете. Ну, она алюминиевая, понятное дело. Хотя здесь добавили кусок стали вот на дне, потому что по-другому индукционная плита просто работать не будет. То есть вот эта вставка, она стальная. Но здесь настолько уже сэкономили на металле, что даже не целый лист, а, понимаете, такое вкрапление стальное. То есть точечки и стали. И именно вот эти точечки нагреваются, когда кофеварка стоит на индукционной плите. А вся остальная часть, ну, как бы не нагревается. И вот я держу их в руках, и они имеют принципиально разную массу. Это просто ощутимо весит больше. Когда буду готовить, я обязательно их поставлю на весы и сравню, насколько отличается масса этих кофеварок. Сегодня этого делать не буду, чтобы вас не перегружать. Так что мой основной вывод вот такой. Я сам долгое время не мог понять, в чем разница между качественной брендовой кофеваркой, гейзерной или кофеваркой мокко, как ее называют еще, и не брендовой, обыкновенной китайской, которую можно купить там, начиная от, наверное, $7, а может даже и меньше. Вот. И брендовую там можно купить аж за $100. Есть такие кофеварки очень крутые. И когда начал сравнивать их, просто брать в руки, понял, в чем разница. Ну и, конечно же, есть разница в приготовлении. Но об этом в следующих выпусках. Поэтому подписываемся, ставим лайк и не пропускаем новые выпуски. Пока-пока. Увидимся на канале.